Всем привет! Продолжаем наши псевдогайды. Итак, во-первых, у нас здесь мейнхуд лишний, мы его не используем, да, указатель. Забыл я рассказать по поводу свитча, что у нас здесь. То есть мы используем switch для того, чтобы в случае, если state name равен health current либо health max, то у нас обращение, точнее вызов метода шел из health бара, понимаем, да? Если stamina current или stamina max из stamina бара, и если mana current или mana max, то из mana бара, а все остальное игнорировалось, то есть ничего не происходило. Окей, это выяснили. Теперь возвращаемся к тому, что у нас есть вот такая вот запись, и нас она абсолютно не устраивает. В чем суть? Есть разные способы, разные варианты, как можно этого избежать. То есть можно, как я уже говорил, записать изначально один раз, получить вот здесь вот health bar и вначале сделать проверку на health bar. То есть мы проверяем health bar, если у нас указатель пустой, то мы проделываем этот весь путь. Если он не пустой указатель, то мы просто сразу вызываем. Но это не отменяет того, что у нас не будет все подключено. Потом мы можем где-то там от чарактера передать, записать чего-нибудь, в общем, как-то сделать и уменьшить количество именно здесь тех вещей, которые сюда подключаются и так далее. То есть у нас-то есть доступ от чарактера, правильно, к нему. То есть мы можем взять и вызвать метод какой-нибудь. То есть у нас же в чарактере записан getter, который его получает, записан. Где он тут записан? Вот он, get state component, то есть мы можем в него что-то передать. Но это тоже такое себе. Есть те самые делегаты. Давайте рассмотрим, что такое в принципе делегаты. Если не вдаваться в подробности, так супер вкратце, это хранилище, в котором хранится указатель на объект и ссылка на метод, который он будет выполнять. То есть и есть два взаимодействия. Это тот, кто подписывается, то есть добавляется к этому хранилищу, и тот, кто триггерит это хранилище. Если триггерится это хранилище, то проходится по этому хранилищу и вызываются эти методы. Вот как бы и все. Ну, это если мультикаст. То есть есть еще два вида. Ну, вообще три, но два. То есть есть обычный делегейт. Там может быть только один подписчик. И если новый добавляется, то тот затирается, то есть он больше не подписан. И есть мультикаст, то есть это хранилище, именно хранилище, то есть которое копится, и там их много. И, соответственно, один может быть триггером, а подписчиков может быть много. То есть где-то у нас, допустим, вот здесь вот хп изменились, мы хотим не только виджет здесь изменить, а хотим еще что-то изменить в другом совершенно месте. В случае, если у нас не через делегат, это будет, нам надо будет идти сюда и править здесь код, то есть подключать кого-нибудь другого, опять пути, опять зависимости и прочее, прочее, прочее. Насчет третьего метода это есть вот такие вот вещи. Ладно, давайте вначале, или ладно, уж покажу. Вот так вот есть Dynamic Multicast Delegate есть. По поводу, как обычные, я потом покажу делать, но если, в общем, мы хотим через Blueprint именно сделать эти делегаты, то у нас вот такая вот запись есть, Declare Dynamic Multicast Delegate, и мы передаем туда структуру, которую он там же и создаст. Но вначале нам нужно создать поле этого делегата, то есть мы прописываем uProperty, Blueprint Assignable обязательно, категория не обязательно, но желательно там свою, потом F свое название, и свое название. И вот сюда передаем F свое название. И таким образом мы сможем из блюпринтов вызвать этот делегат. И если мы хотим, чтобы туда что-то передавалось, то мы вот такую делаем нижнее подчеркивание one param. Здесь через запятую мы передаем, допустим, int 32 и название ggvp. Ну, свое название, понятно. То есть и таким образом у нас появляется делегат с одним параметром, который он принимает и передает. Ну, два параметра, это toParams и так далее, и так далее. Если нажать Ctrl-LKM, то мы перейдем на вот эти вот все их объявления, то есть вот он, здесь что он принимает и так далее, и тут все остальные такие. Но именно один, который в общем, я использую, обычные делегаты, они немножко не так делаются, это я удалю. Плюс еще Dynamic делегаты, эти, они
сложнее в выполнении, выполняются они медленнее, чем обычные недайнамики. Но обычные нельзя из блюпринтов вызвать, сколько мне известно. Итак, давайте к наглядности перейдем. Вот у нас здесь такая вещь, то есть слева у нас находится наш компонента, знаете, комп какой-то, компонент, дальше у нас идет наш character, потом у нас идет наш контроллер, он троллер какой-нибудь, да, потом у нас идет main hood, давайте так, hood напишем, hood идет, и потом у нас идет наш progress бар, правильно? Бар. И в конце у нас идет метод, ой, я немножко не то отключил, метод update. Наш идет метод update. Хорошо. Что нам нужно сейчас? Нам нужно из компоненты достать нашего character, сделать на него каст, сделать проверку, после чего достать контроллер из него, сделать на него каст, сделать проверку. После чего достать из него main-hood, сделать на него проверку. Достать из него бар наш, progress бар, это либо health бар, либо этот бар, да, проверку сделать. И после этого только вызвать метод update. Что я предлагаю, что я делаю и так далее. Но стоит оговориться в том, что это будет работать только в соло. Если у вас мультиплеерная история, это немножко не так. Там надо будет немножко иначе все мудрить. Это работает только если соло, в общем. Так, не мультиплеерный проект. Так вот, есть такая штука у Unreal. Это не обязательно эта штука, делегаты мы можем не обязательно в эту штуку поместить. Мы делегат можем поместить и здесь оставить. И наоборот, виджет может взять, как-то обратиться к нему, подписаться и сделать все, да, все. То есть делегаты мы можем засовывать куда угодно и вызывать их с любого, ну, держать их в любом объекте и так далее. Но есть у Unreal такая subsystem вещь, как их там много, но я использую только две из них. Это Game Instance Subsystem и World, по-моему, Subsystem, так называется. В чем смысл? Они создаются в едином экземпляре в начале своего пути, так говорить. У Game Instance путь начинается с момента запуска самого проекта, а у левела в момент запуска своего левела. То есть для каждого левела будет свои вот эти вот сабсистемы создаваться и пересоздаваться заново. То есть мы туда можем добавлять логику. Есть еще плеер, local player, по-моему, subsystem. Есть еще там engine subsystem. В общем, там их много. И если будет интересно, вы знаете, в каком направлении вам надо раскопки производить. Вот. Для вот этого event bus, который паттерн проектированный, я сейчас буду рассказывать. Я использую Game Instance Subsystem. Я уже его создал. Сейчас буду показывать. Так вот, в чем смысл? Мы вешаем здесь делегат. Производим какой-нибудь delegate. Давайте, да, пусть будет delegate. И что делает компонента? Она берет и триггерит вот этот делегат. То есть она обращается к этой сабсистеме. Давайте event bus вот так вот сделает. EB. Она его триггерит. Но перед тем, как триггерить, вот этот товарищ взял и подписался на него. То есть он слушает, чего тут происходит. То есть наш progress бар берет и слушает, что же там происходит. И как только наша компонента его триггернула, у нас в бар вызвался апдейт. То есть мы вот эту вот всю пачку с проверками, кастами, с инклюдами и прочим, мы ее пропускаем. Но если мы просто создадим делегат, нам нужно будет все равно взять в начале, записать вот этот event bus в качестве указателя,
После чего проверить, ну, то, о чем я говорил в прогресс-баре. То есть вот здесь, если мы health bar записали, да, мы вначале его проверили, а если нет, то мы его получить пытаемся. Тут та же самая история. Придется вначале ну, записать его, если его там не существует, то получить его. То есть мы делаем get world, get game instance, get subsystem game instance, или как-то так он там получается. Туда передаем класс нашего вот этого event bus, получаем, проверяем, и потом из него достаем делегат. Но я тут тоже такую вещь делаю, как статик. Давайте это все уже закроем. Все, нет, не сохранять, не надо ничего сохранять. Вот наш event bus. Вот он наследуется от UGame Instance Subsystem. Я потом запущу, покажу, что это и как, если не забуду. А если забуду, то на следующий раз. Так вот, он есть, и я использую статик. Мы пишем статик. Статик. Давайте, что такое статик? Опять же, если супер вкратце и так далее, это не то, что существует на уровне объекта, а то, что существует на уровне класса, если вот так вот. То есть нам не надо будет именно объект получать, а мы сможем прописать event bus двоеточие, двоеточие и достать наш делегат. Без дополнительных проверок, без дополнительных вот этих получений, костов и прочего. Мы прописываем, и существует оно для всех. То есть если у нас было бы, допустим, 10 характеров на сцене, и у нас какой-нибудь параметр существовал статик, то он был бы единый для всех. Единый для всех, понимаем, да? Если нет, ну это уже чистые плюсы, тут как бы надо вам будет поискать. А мы прописываем tDelegate. Мы прописываем tDelegate, вот так вот мы их объявляем, такие скобочки, сюда прописываем void и скобочки. И прописываем on change HP, давайте. Так вот сделаем. On change HP. Но дело в том, что мы сейчас сделали delegate, во-первых, это единственный, то есть подписчик у нас может быть один. Это во-первых. Во-вторых, void, он ничего не принимает в себя, то есть здесь пусто, он ничего в себя не принимает. А мы же, как помним, мы же принимаем два float, то есть мы прописываем float, запятая float. И таким образом мы принимаем в себя два параметра. Там current HP и max HP. Вот. Хорошо. Если мы хотим сделать, чтобы у нас несколько подписчиков было, мультикаст, T-Multicast Delegate. В таком случае у нас будет несколько подписчиков. Они отличаются еще дополнительно тем, что они по-разному... Ну, сейчас дойдем, в общем. Давайте оставим T-Multicast Delegate. Потом мы выделяем вот эту часть и идем обязательно сюда. Так как это статик, нам нужно UE not pass, двоеточие. Вот такую вот вещь сделать. Инициализировать, или как вам так сказать. Ну, в общем, да. Вот такую вот штучку сделать обязательно. Это если касается статика. То есть мы то же самое делаем, и наше название через наш класс, двоеточие, двоеточие и change HP. Но мы помним, да, что у нас есть там change SP, stamina point, и MP, mana point. Окей. Мы создали, вот у нас 3 наших делегата. Здесь тоже сдублируем SP и MP. Можно их объединить, конечно, там сделать какие-то проверки особые и прочее. То есть там можно, конечно, мудрить, сейчас не об этом речь. Хорошо, мы его создали. Теперь нам надо его как-то использовать. Мы идем в наш прогресс-бар для начала. Вот он, прогресс-бар. И вот здесь мы его подписываем обязательно. Не подписываем, а подключаем include subsystem /event bus. Ну, это я такой путь создал, то есть это путь к моему именно event bus. Хорошо. После чего мы прописываем event bus, двоеточие, двоеточие, on change HP и так далее. Но дело в том, что вот этот товарищ, он подписан одновременно и на то, и на то, и на то. То есть он
существует и там, и там, и там, и там, а нам надо, чтобы изменения происходили только в определенные моменты. То есть это надо не в Хелсбаре делать. Вот тут я ошибся. И это все делать надо в мейнхуде. То есть вот это мы удаляем. Идем мы в мейнхуд. У нас он как раз пустой, красавчик. В мейнхуд. Прописываем в мейнхуде void native construct. Native construct. Override. И на будущее прописываем void native destruct override. Сейчас объясню, зачем нам native destruct понадобился. Мы сделали native construct, native destruct. Естественно, прописываем здесь супер. Native construct и native destruct. Destruct, хорошо, мы это сделали. Теперь, так как event bus здесь, event bus, двоеточие, двоеточие, он, только u event bus, пожалуйста, не шалим, u event bus, он change, давайте, чтобы нам подсказывало, он change HP, мы вот так вот сделаем, ну, вообще лучше этот начали записать, точка, и так как у нас мультикаст, мы делаем add uObject. Там есть add lambda, add function, то есть там тоже посмотрите, поспрашивайте у ГПТ, что, чем они отличаются, то сейчас времени уже много проходит. Плюс в основном я uObject либо add lambda делаю, но с лямбдами мы попозже, уже там в этом заполняли лямбду в таймере. Но тем не менее, uObject мы передаем сюда здесь, то есть что это наш как бы этот, но вот здесь вот есть нюанс. Нам-то надо вызвать именно в Хелсбаре его, правильно? И мы можем сделать такую вещь, то есть взять, подключить вот этот виджет Progress Bar в mainHood, чтобы он с ним работал. И потом мы можем передать его сюда, взять его класс и вызвать в нем update info. И таким образом мы именно в нем вызываем конкретно update. То есть если бы мы хотели у себя вызвать, мы бы передали сюда this, то есть себя, прописали uMainHood, двоеточие, двоеточие и свой метод, который у нас есть. Но дело в том, что мы тогда попадаем в такую вещь, что он будет вызываться при каждом этом. В общем, стамина будет вызываться, когда и health срабатывает, когда и mana срабатывает, а нам это не надо, поэтому это мы его не трогаем. Вот. Mana bar и так далее и тому подобное. Нам нужно, чтобы именно только health и только health происходил. Мы это все дублируем. Здесь мы прописываем s, здесь мы прописываем m. И, соответственно, все. Теперь, когда у нас... Нет, подожди, еще не все. Мы его подписали, но нам нужно отписать его. То есть, по-хорошему, нам нужно взять и отписать его. Так как мы здесь работаем, я не уверен, что это больше много иметь смысла будет, потому что native destruct именно те будет работать. И именно они подписаны, просто они отсюда сделаны. То есть здесь сейчас запутано будет, что мы отсюда это будем делать. Но смысл в том, что если мы себя подписали на что-то, мы должны на native destruct или end play, то есть когда у нас заканчивает класс свой жизненный цикл, скажем так, мы должны отписаться обязательно, иначе может быть потом проблемы. То есть мы что делаем? Мы также абсолютно event bus прописываем, допустим, точка, в данном случае remove all используется. То есть remove all, и мы передаем от какого объекта отписаться, то есть в данном случае это вот этот объект, и он от него отпишется, то есть, ну а так мы передаем this, в принципе, да. Вот. Но
я же говорю, в данном случае это не очень будет работать, потому что это, по идее, должно происходить здесь. То есть мы должны, опять же, скопировать его, сюда вставить. Давайте сделаем по-человечески. Значит, mainhood native destruct мы тоже скопируем, потому что это виджет. Сюда вставим его. Создадим. И что мы сюда вставим? И вставим мы сюда uEvent bus, двоеточие, on change hp, remove all, и мы передаем this. Это обязательная история, потому что мы не хотим, чтобы была беда. Здесь, значит, m, здесь, значит, s. И таким образом на native destruct он удалит. Ну, а здесь это не особо имеет смысла. Вот такая вот штучка. Но это надо помнить, что мы удаляем его. Если бы это был не мультикаст, то мы не add uObject давали, а bind uObject делали. И remove не all, а там был, по-моему, clear идет. Unbind там идет unbind. Хорошо, у нас это есть. Теперь мы должны это все вызвать, правильно? То есть у нас есть наш state компонента. Вот этот вот все безобразие мы удаляем. Ну, все да не все. Вот это вот я удалю. Это я оставлю. Мы должны тоже подключить нашу компоненту. Точнее, не компоненту, а event bus. Давайте его скопируем. Мы должны подключить event bus. Вот этот вот progress bar, main hood, контроллер и project character. Мы вот это все удаляем. Нам это больше не понадобится. Это мы тоже удаляем. Соответственно, что мы здесь делаем? uEvent bus. Двоеточие, on change hp. Точка. Так как это у нас идет мультикаст, он вызывается через broadcast. Если это будет обычный tDelegate, у которого один подписчик, то он вызывается через execute if bound. То есть он выполняется, если есть подписчик. Вот такая вот штучка. Execute if bound. А здесь это и так проверяется. То есть, и мы сюда передаем вот первый параметр и второй параметр. Но мы помним, что у нас интересует первый параметр, это health max. То есть вот этот вот, точнее, параметр мы передаем float раз. И мы передаем float 2. Таким образом, конечно, некрасиво я поставил. То есть вначале max, потом current. Некрасиво, но что ж поделаешь, уже все. Как бы. Ну и точка запятой. И все. И все. А здесь та же самая история. То есть мы тоже uEvent bus. uEvent bus. Двоеточие. On change sp. И сюда передаем stamina max и stamina current. Stamina current. Хорошо, есть такая история. Что ты ругаешься? Float. Ну, ругайся дальше. Так, и нам то же самое здесь можно сделать. Event bus. On change b. Я ничего не вызвал. Вот что ты ругаешься. Я молодец. .broadcast. .broadcast. Да ты издеваешься. Пожалуйста, выдели то, что мне надо. Вот .broadcast. Я что-то молодец. Тоже broadcast. Мы вызываем и сюда передаем state. Раз. И state. Запятая 2. И все. И все это работает. Правда, вид стал куда проще, куда красивее и так далее и тому подобное. Есть контакт. Давайте проверять. Так, да, проверялись. Я тут некоторые вещи запутался. Во-первых, не health bar. Смотрите, у нас здесь ошибка вылетела. Во-первых, не health bar, а stamina bar. Здесь должна быть. А здесь mana bar, иначе у нас беда будет. А во-вторых, мы должны сюда ссылку передать. Вот это было пропущено. Это ошибка. Но бывает. Так, есть запуск произошел. Мы делаем play. И мы видим, что вот наш хп работает. Но это не работает, потому что у нас нет изменений, никаких туда не вносится. Поэтому никто ничего не вызывает. Там
И вот наши ХП работают, вот они отнимаются, и все у нас прекрасно. То есть отнимается наш current, и каждые 5 секунд добавляется макс, что было и в прошлый раз сделано. Это без подключений лишних, без лишних проверок, без лишнего и так далее и тому подобное. Но, повторюсь, это касается только соло. Именно такой метод будет работать, то есть не мультиплеера. Окей. По поводу сабсистемов, то есть мы вот так вот берем, пишем здесь subsystem, видим тут разные их сабсистемы, есть эдиторы, есть engine subsystem. Нас интересует, чтобы сделать вот этот event bus, это game instance subsystem. Ну, можно его и не там делать, можно его в game mode сделать, можно его еще где-нибудь сделать, то есть в каких-нибудь чарактерах, ну, именно конкретно делегат имеется в виду, можно сделать в чарактерах. То есть есть world subsystem и прочее. Их там, в общем, очень много, но если будет интересно, знаете, где искать его и куда копать. Что ж, на этом все. Всем спасибо, кто смотрел. Всем спасибо, кто слушал. На Discord ссылка в описании. И всем пока.